Сегодня я хочу рассказать про одно удивительное растение. Растение, которое совершенно неприхотливо, но при этом очень полезно. Растение, которое одновременно вписывается в концепцию и малоуходного сада, и в концепцию лесосада. Вот сейчас как раз созрели плоды, вы, наверное, узнали, у меня за спиной и рядом со мной, это алыча. Наверняка вы не хуже меня знаете, что алыча бывает разная. Бывает желтая, бывает красная, бывает фиолетовая, бывает сладкая, бывает кислая, бывает крупная, бывает мелкая. Но дело пока не в этом. Нам интересно само растение, его характер. Это одно из самых неприхотливых растений. Оно может расти на самых бедных почвах. Оно засухоустойчиво, его можно не поливать. Вот я, например, здесь эти алычи не поливаю. Оно зацветает одним из первых. И для пчеловодов это важно, потому что одно из первых растений, которое пчелам дает питание. И, наконец, в плодоношение алыча вступает очень рано. Достаточно ее посадить, и через 2, пускай через 3 года, в принципе, вы можете уже получать первый урожай. Я бы сказал, что и по отношению к свету у алычи особых претензий нет. Она может расти и в полутени, вот как здесь, на этом участке. Вот там сзади лес, который перекрывает, по большому счету, большую часть света для алычи. Но, тем не менее, она растет и даже плодоносит. Конечно, если вы будете ее выращивать на открытом месте, солнца она будет получать много, и плодов, соответственно, будете вы получать больше, чем у меня здесь. Здесь их мало, потому что здесь мало света. Но, тем не менее, скорее всего, алыча не будет каким-то центральным растением на вашем садовом участке. Это такое вспомогательное растение. Поэтому сажать его вполне смело можно где-то на границе участка, где-то даже под тенью других деревьев, если у вас лес, например, на границе с участком, как здесь. Это вполне возможно, и тем не менее вы будете получать от нее урожай. Еще одно интересное и полезное, на мой взгляд, свойство алычи – это способность активно размножаться самосевом. Вот эти плодики висят, если вы их не собрали, их клюют птицы, едят насекомые, что, в общем-то, тоже полезно. На нашем участке должны быть и птицы, и насекомые, они должны чем-то питаться. Так вот, эти плодики рано или поздно падают вниз на землю, косточки прорастают. Вот здесь, на этом участке, 3 деревца таких небольших алычи, которые, скорее всего, я, конечно, не знаю полной истории этого участка, но, скорее всего, это самосев. И, тем не менее, они дают урожай, и, тем не менее, этот урожай сладкий. Сейчас я его буду собирать. Из него что-то можно готовить. Еще одно полезное свойство есть у алычи, оно полезное для нас, садоводов. Я вспомню немножко свою алычу, которая росла у меня в Украине. Она была невыносимо кислая, вот такая же, не крупная, мелкая, можно сказать, но кислая была очень. Никуда ее нельзя было применить, не готовить из нее что-то, не просто есть. Я думал, буду выращивать ее как декоративное деревце. Она, кстати, очень декоративная. Оставил многоствольный такой штамп у нее из нескольких стволиков. Формировал крону в виде такого шарика. Но потом мне это надоело, я подумал, нет, как-то это все-таки не то. Я ее спилил, оставив короткие пеньки, и на эти пеньки я привил сливу. Была краснолистная слива сорта Голливуд. Получилось просто великолепно. И красиво, и очень вкусно. То есть алыча – это еще и великолепный подвой для хорошей алычи, если вы хотите вкусную, сладкую, крупную алычу. Или, скажем, для сливы. Но на этом преимущества алычи еще не заканчиваются. Алыча не потребует от вас фактически никакой обрезки или формовки. Нет, конечно, если хотите, то можете ее обрезать. Но, в принципе, алыча вырастает небольшим деревцем или многоствольным деревцем или кустарником иногда. И не потребует от вас какой-то заботы. Она формирует крону как бы самостоятельно. Алыча, скорее всего, не потребует от вас каких-то частых химических обработок. Не поражается она болезнями так сильно. Да, тля иногда атакует алычу и довольно сильно. Но, вот тут интересный момент. Вот в условиях Украины, в условиях украинского садоводства, да, тля может алычу поражать. Вот здесь, в Германии, я этого ни разу не видел. Потому что здесь, я так предполагаю, потому что здесь сад и лес соседствуют. Они как бы составляют единое целое. И вот в такой устойчивой, такой диковатой экосистеме, скорее всего, вот эти вредители сильно не распространяются, как по нашим украинским садам. Вообще, эта тема очень интересна, она у меня в голове постоянно крутится. Сравниваю, вот я 3-й год здесь сравниваю украинское садоводство, принципы, с немецким садоводством. Уже есть что сравнивать. Может быть, когда-нибудь из этого родится новое видео. Посмотрим, я думаю.
Ну вот, подводя итог всему тому, что я вам сегодня наговорил, я считаю, я настаиваю, что алыча должна быть в каждом саду. Особенно если вы сторонник концепции малоуходного сада, она совершенно не требовательная, как вы поняли, или сторонник концепции лесосада, где комбинируются плодовые растения и какие-то дикие лесные растения, которые уживаются в единой такой здоровой экосистеме. Алыча для этих целей идеально подходит. Да, скорее всего, алыча не будет каким-то основным плодовым деревом, который будет давать вам основной урожай. Не для этого ее сажают. Но приятным дополнением наверняка будет. Причем в совершенно, как у нас принято говорить, не приспособленных для выращивания нормальных плодовых деревьев местах. Где-то на окраинах участка, где-то под сенью других деревьев. И, кстати сказать, плоды алычи, в общем-то, довольно, мало того, что вкусные, еще и полезные. Ладно, у меня на сегодня все. Пойду я собирать урожай потихоньку. Спасибо, что смотрели. Увидимся.